5 яиц, немножко соли и 150 грамм сахара. Взбиваю. Яйца взбиты достаточно, очень хорошо. Молоко 50 миллилитров комнатной температуры или чуть тепленькое можно. Перемешиваю на небольших оборотах миксера. И постепенно добавляю муку. Всего муки 180 грамм. Ванилин. И на последнем этапе добавляю разрыхлитель, чайную ложечку. Сухой муки уже не видно, значит, промешано тесто достаточно, можно выпекать. Разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Дно затянула бумагой для выпечки, ничем не смазываю ни дно, ни бока формы. Прокрутила форму 3 раза, это чтобы сверху не образовалась высокая шапка. Можно еще так сделать, чтобы не было больших дырок в бисквите. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю выпекать минут на 25-30, в зависимости от вашей духовки. Бисквит готов, выпекался 40 минут в газовой духовке. Пропекся полностью. Смотрите, какой высокий, красивый бисквит получился. Я оставляю бисквит остывать. Для крема нагрела сливки 33% жирности, сливки 100 грамм. И добавляю шоколад. 150 грамм горького шоколада и 50 грамм молочного шоколада. И оставляю шоколад, чтобы он растопился в сливках. 400 грамм сливок, 33% жирности, очень охлажденные, в морозилке подержала полчаса. Взбиваю. И в процессе взбивания добавлю сахарную пудру 50 грамм. Творожный сыр, у меня маскарпоне 300 грамм. Можно использовать любой творожный сыр для десертов. Можно рикотту. Можно вообще в этом рецепте использовать отвешенную сметану, чтобы она была без воды. Хорошей жирности. Понемножку добавляю сливки. Крем готов. Откладываю небольшое количество крема. 2, 3, 4 лопатки вот так.
Это для украшения торта сверху и по бокам. Пока я взбивала сливки, шоколад растаял в сливках. Остается только перемешать до однородной массы. 2 емкости, в которых я взбивала сливки, я их не помыла. Сливки переложила в отдельную миску. Я потом их добавлю. Сначала добавляю в каждую шоколад. Чтобы не взвешивать, я это буду делать ложками. В более светлый крем я добавила 2 ложки шоколада со сливками, а в более темный добавила 4. Бисквит остыл. Бисквит разрезаю на 3 коржа. Торт постоял ночь в холодильнике. Я попробовала торт. Это нежно, это вкусно, это так воздушно. Готовьте вместе со мной этот тортик. Наслаждайтесь процессом приготовления и, конечно же, вкусом тортика.